ВАЗ-2107, карбюраторная машина, приехала ко мне, стреляет, чихает, мороз -10, не едет. Еле-еле заводится, на холодную, на подсос толком не реагирует, непонятно, как надо тянуть подсос, чтобы завести. Первое, что тут бросается в глаза, это отсутствие вот этого гофрированного шланга алюминиево-бумажного, забор теплый воздух от выхлопной трубы. Его нужно обязательно поставить. Здесь даже нету кожуха, куда девается этот шланг. Ну, хотя бы как-то так прикрепить. Без этого шланга зимой машина ездить не будет. Далее, что нужно сделать? Раз чихает, стреляет, это открыть трамблер, проверить все в нем состояние и чистоту внутри крышки, чтобы не было никакого угольного налета, никакой пыли, грязи. И контакты. Здесь есть контактная группа, зазор в контактах. То есть надо выставить, крутить мотор, чтобы выставить, чтобы кулачок раскрывал, надавливал на контакт, раскрывал. И зазор должен быть 0,4 мм между контактами. Очень частая проблема, что зазор уходит, и поэтому начинает стрелять. Ну и, конечно, придется лезть в карбюратор, налаживать систему холодного пуска. То есть как при включении подсоса, смотреть, как открывается, вернее, закрывается воздушная заслонка. И во время пуска, как она приоткрывается. Вот сейчас я начну с контактов, с регулировки. Ключом специальным сейчас прокручиваю двигатель. Прокрутил двигатель, чтобы кулачок надавил на открытие контакта. Вот я вижу, что он открывается визуально, примерно нормальный зазор, но контакты все окисленные. То есть тут или почистить их, или поменять. У меня есть в наличии новые контакты, я сейчас поменяю их. И вижу здесь различный мусор металлический. Надо все это вычистить, выдуть, потому что он может создавать утечки тока. Вынул я весь трамблер совсем, потому что я заметил, что все соединения, все болтики на нем слабо, все разбито. Из-за этого контакт тоже может быть плохой. Сейчас я его весь почищу, протяну, и, соответственно, удобно менять контактную группу. Вот. Контакты я снял старые, продул его весь, прочистил. Сейчас надо будет протянуть все вот эти вот такие вот болтики. Все, что есть, обязательно протянуть. Конденсатор проверить, чтобы нигде ничего не отвалилось, проводочек от него. Конденсатор очень важная часть в этой системе зажигания. Без него искры не будет нормальной на свечах, и машина не заведется. Но раз она заводится, значит, я думаю, конденсатор в порядке. Хотя, если после всех переборок, установок ничего не поможет, то придется еще покупать, менять конденсатор. Вот новые контактные. С помощью щупа 0,4 я выставляю зазор. Вот я его выставил. И вроде как все остальное в трамблере нормально. Ничего не шатается, подшипник не шатается. Вот. Ну, вакуумник я уж не буду проверять. Даже если он не работает, машина стрелять из-за этого не будет. При установке проводочка, идущего от контактов вот на этот болтик, при заворачивании болтика этот контакт стремится прикоснуться с корпусом трамблера. Надо за этим внимательно следить и не допустить этого. Поставил я трамблер, чтобы потом меньше регулировать зажигание. Я на нем ставил меточки красочкой здесь и на этой штуке, чтобы бегунок остался в том же положении, как я его и вынул. И еще вот, значит, вот это сопротивление, оно тоже может быть пробито и искра не передаваться. Но здесь оно видно вроде как целое. Ничего не черное, не почерневшее, то есть все передается. Я подключил провод от катушки зажигания, который идет к трамблеру, к контактам. И теперь вот я сейчас контакты разомкнуты, я их замыкаю отверткой, просто как проводник. Замкнул. При размыкании происходит искра на контактах. То же самое происходит, когда контакты сами замкнутся и разомкнутся. Раз искра происходит, значит, на катушку идет сигнал, и катушка генерирует высоковольтную искру.
трамблером пока все. Сейчас лезу в карбюратор. Вот уже вот воздушный фильтр болтается, то есть там он внутри не закреплен. Надо закрепить, наверное, его будет. Карбюратор. Снял я фильтр. Шпильки отсюда вырваны, резьбы. Отсюда вывернулась одна шпилька. Вижу, там на воздушном жиклере второй камеры какой-то кусок то ли волоса, то ли проволоки лежит. И при натягивании подсоса воздушная заслонка даже не шевелится. У нее просто нету тяги. Вот здесь вот она потеряна. Тяга, которая закрывает воздушную заслонку. То есть сейчас надо найти тягу, установить и продуть жиклеры хотя бы отсюда сверху. Глядишь, все заработает. У меня куча разных карбюраторных запчастей. И вот похожую тягу я нашел. Такого вида. Вот еще есть такого вида. Я думаю, они идентичны. Сейчас какую-то тягу на воздушную заслонку я поставлю. Вот тут и всякие есть. Так что не пришлось ехать в магазин. Вот даже есть ремонтная шпилька. Вот у нее это резьба на 6, а основная на 5. То есть это крепление воздушного фильтра. Вот резьбу на 6 делаешь в карбюраторе, которая разбита. Там была 5 раньше. И уже вот, а вот простая шпилька. В общем, очень неплохо. Все, эта тяга установлена. Теперь при вытягивании троса подсоса закрывается воздушная заслонка, что обеспечит обогащение смеси ввиду перекрывания прохода воздуха в первичную камеру. И вот она вот так вот играет. Это за счет телескопической этой тяги. Это заслонка. То есть воздух начинает просачиваться, и она приоткрывается за счет еще вот этого устройства, которое приоткрывает эту тягу. Теперь осталось сделать шпильки и собирать, и проверить. Все, шпильки стоят, я их посадил на фиксатор резьбы, потому что резьбы слабые, уже отверстия были разбиты даже на 6. Ну, наверное, подержит. Все собрано, все стоит жестко, плотно. Вот шланг, он у меня опущенный вот сюда, вот тут нет крепления для него. Ну и пусть он тут так стоит, по крайней мере, все равно он будет теплый воздух забирать. Лучше, чем был раньше. Без него зимой ездить нельзя. Сейчас пробуем заводить. Вот такая вот машина. Нажимаю газ, вытягиваю до упора подсос. Зажигание. Вот, завелась с полпинка. И сразу же убираем подсосик. Вот я убрал подсос, она заглохла. Там уж очень холодный, на улице минус 10. То есть сейчас опять. Все, вот она работает. Пусть греется.